Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Либо Стойс. Меня зовут Любовь. Я очень рада вас всех здесь видеть. Здесь мы вяжем добрые игрушки. Сегодня будем вязать вот такую вот оленяшку. Кто давно на моем канале, уже видел, наверное, похожего олененка. Вот так он выглядит. На него есть PDF мастер-класс. Стоит 100 рублей. Если интересно, пишите мне в личные сообщения или переходите на Boosty. Цена такая же, можете покупать там. Вот. Мастер-класс, схема самого олененка точно такая же. Только в этом мастер-классе мы будем вставной носик делать. Там носик вышивается. Отдельно юбочку. Юбочки нет в мастер-классе, сразу говорю, в PDF. Будет только здесь. Здесь вот я добавила ботиночки и поменяла кофточку. Да, она такая полосатенькая идет. Ну и бантик еще связала. В принципе, это все изменения. Если любите вязать по описанию, можете приобретать и вязать спокойно. Но только юбочку придется переписать, запомнить. Не знаю. Вот. Рост у него примерно, у нее 23 сантиметра. Где-то. Без рожек, да, ну пусть будет 20 сантиметров. Вот. Вот так выглядит. Юбочка, в принципе, подойдет и на зайчиков примерно этого же роста. Так что долго болтать не буду. Давайте приступать к обзору материалов и начнем сразу вязать. Мастер-класс будет состоять из двух частей. В первом мы свяжем все мелкие детали: ручки, ушки, рожки, хвостик, ножки и тело, да? До головы. Во второй части, еще мордочку тоже с вами здесь свяжем в первой части. И во второй части будет уже довяжем, соберем и свяжем юбочку. Игрушка цельно вязаная, пришиваются только рожки и ушки. Больше ничего не пришиваются. Но они пришиваются очень легко. Все, давайте приступать. Итак, материалы. Весь набор пряжи, который я буду использовать. Цвета, то есть светло-коричневый, темно-коричневый, такой какой-то, не знаю, у меня прикольный цвет. Потом я буду вязать кофточку белую с красным и зеленую юбочку. То есть наоборот. Это у меня молочный цвет, буду использовать для мордочки. Просто он смотрится немножко мягче, чем белый. Холофайбер. Крючком номер 4, вернее не номер, а 4 миллиметра я вяжу крючком. Дальше носик на безопасном креплении. 15 миллиметров. Я буду использовать красный, бархатный. И глазки на безопасном креплении 16 миллиметров, трапеция. Вот, вы можете использовать те, к которым вы привыкли. У меня такое. Все, что я показываю в своих видео, есть у меня в Каспи магазине. Девочки, этот магазин работает по Казахстану. Цены там указаны в тенге. Вы меня спрашиваете, непонятно, что за цены. Вот. Доставка только по Казахстану. Если вам что-то понравилось, пишите просто мне, я могу отправить с деком. Ну, тарифы доставки с дек вы можете как бы посмотреть, да, примерно узнать. Вот. И черная нитка, чтобы оформить мордочку. Все материалы, то есть основной цвет у нас примерно грамм 40 уходит, все остальные, там, на юбочку тоже уходит прилично, грамм 40, наверное, все остальные буквально по 20 грамм, то и меньше, где-то 5, где-то 10, то есть можно вязать спокойно из остатков. Приступаем к вязанию. Начинать будем с ручки, начинаем темно-коричневым цветом. Сразу говорю, кому не нравится картинка, не нравится аудио и так далее, девочки, ссылка на донаты в описании. Как только накоплю на крутой микрофон и крутую камеру, обязательно приобрету. Вот обязательно.
Я очень даже с удовольствием это сделаю. Начинаем с кольца амигуруми, 6 столбиков в колечко. Вот здесь я прописываю схему сверху, то есть вы можете видеть наглядно. 6 столбиков. Мастер-класс не для начинающих. Не пишите мне, что я там не показываю каждую петлю. Это видео для тех, кто уже умеет вязать игрушки и просто хочет связать такую игрушку. Если хотите для начинающих, то, пожалуйста, ищите другие видео на моих каналах, где написано слово «начинающий», «обучающий» или что-то такое. Вот. Либо у меня есть платный обучающий курс, там с самого начала, с воздушной петли и до готовой игрушки. То есть кому как удобно. Дальше провязываем 6 прибавок. Второй ряд. 3, 4, 5 и 6. Так, кому надо, ставим маркер, чтобы не запутаться. Следующий ряд идет 12 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Дальше. В следующий раз уже начинаем уменьшать. Провязываем 3 столбика, 3 убавки и еще 3 столбика без накида. 3, убавка 1, убавка 2 и убавка 3. И до конца ряда 3 столбика. Третий не заканчиваем, сразу меняем ниточку. Начинаем с цветной, то есть вот я начинаю с красной. Добавляем, завязываем узелок. И продолжаем вязать. Коричневую нитку можно обрезать. Она нам больше не понадобится. При смене цвета первую петельку я провязываю за заднюю полупетлю, чтобы вот этот переход не был таким явным. Но в этом случае в ручке я буду провязывать все петельки за задние полупетли, потому что обвязку я делать не хочу. Если вы хотите делать обвязку, то пожалуйста. В другом олененке там с обвязкой рукавчик. Провязываем 9 столбиков без накида. 6, 7, 8 и 9 последний провязываю за обе стеночки. И не довязываем его. Присоединяем белую ниточку. Красную не убираем. Будем чередовать. Нам нужно провязать 5 рядов по 9 столбиков без накида. Вот так и делаем. Здесь первую петельку за заднюю полупетлю. Можно провязать, если не хотите, вяжите за обе.
Что такое? Попасть не могу. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 и 9. Девятую тоже не закрываем. Закрываем красным цветом. Белую подтягивать. Набить нужно немножко. Ручки набиваю только вот до этих пор. Дальше я уже их не набиваю. Набиваем, формируем вот этот выступ, да, который мы делали с помощью убавок. Вот так, немножко набили. И так до конца довязываем. У нас получается, нужно провязать еще 3 ряда. Красный, белый и красный. И потом будем закрывать ручку. Вот я провязала 5 рядов. Так это выглядит. Теперь нам нужно, чтобы вот этот выступ оказался спереди, чтобы ручка сложилась ровно. Нужно провязать столбик смещения, то есть дополнительный столбик без накида. И потом складываем ручку и закрываем 4 столбиками без накида. 3, 4. Вот так вот. Обрезаем нитку, потом будем ввязывать. Закрепляем. Ручка готова. Вторую такую же вы вяжете самостоятельно. Идентичные они. Теперь давайте свяжем хвостик. Хвостик 1. Начинаем с 4 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Если пряжа не позволяет сделать кольцо, делаете аналог. 2 воздушные петли. И со второй от крючка петли провязываете 4 столбика без накида. Дальше второй ряд вяжем 1 прибавка, 1 столбик без накида. Из 4 начинать тяжеловато, но зато получается красиво. Вторая прибавка и 1 столбик без накида. Следующий ряд. Кстати, насчет количества петель, тоже вот здесь в скобочках у меня прописано количество петель итоговое. Вот, если я не называю. Следующий ряд. Третий. Вяжем 1 прибавка, 2 столбика без накида. 1 прибавка и 2 столбика без накида. Выворачиваем детальку, а то она у нас завернулась. Следующий ряд. 1 прибавка, 3 столбика без накида. Повторяем 2 раза. Один, 2, 3. 1 прибавка, 1, 2, 3. У нас получается 10 столбиков без накида в ряду, и мы должны провязать 10 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я, чтобы не ставить маркер, просто этот кончик сюда просунула.
Он у меня как маркер идет. Дальше делаем убавочки. Одна убавка, 3 столбика без накида. Один, два, три. Одна убавка и 3 столбика. А забыла, хвостик тоже пришивается. Следующий ряд. Снова убавки. Одна убавка и 2 столбика без накида. Один, два, убавка, 1 и 2. Хвостик не набиваем. Нам нужно, чтобы он сложился пополам, вот как за счет убавок-прибавок он у вас складывается вот так вот. Но чтобы его закрыть, нужно снова сделать петельку смещения. У меня одна, у вас может быть 2. Делаем петлю смещения, столбик без накида. И закрываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Оставляем нитку для пришивания, если вам позволяет нитка. И затягиваем. Такой хвостик у нас получается. Вот, готово. Теперь свяжем ушки. Они вяжутся примерно так же. Немножко другая схема. Начинаем снова с 4 столбиков без накида. 3, 4. Затягиваем. Следующий ряд идет снова прибавка и 1 столбик. Повторяем 2 раза. Прибавка. Ушки я вяжу основным цветом, светленьким. Прибавка. 1 столбик. Прибавка. 1 столбик. Следующий ряд. То есть как хвостик вяжем, да? Следующий ряд прибавка 2 столбика 2 раза. Далее третий ряд мы вяжем. Четвертый ряд прибавка 3 столбика 2 раза. И пятый ряд вяжем прибавка 4 столбика 2 раза. Повторяем. И шестой ряд мы вяжем просто 12 столбиков без изменения. То есть только что мы с вами вязали хвостик. По такому же типу провязываем ушко. И потом будем закрывать вместе. Я провязала 12 столбиков без накида. Дальше мы вяжем 1 убавка, 4 столбика без накида. Повторяем 2 раза. 3, 4, 1 убавка, 1, 2, 3 и 4. Снова складываем пополам. И снова нам нужно сделать 1 столбик смещения. Провязываем дополнительный столбик без накида. И закрываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Это еще не все. Нам нужно сложить ушко пополам, вот этой лицевой стороной вовнутрь.
И провязываем снова вместе 2 половинки, 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Обрезаем ниточку, оставляем длинный кончик для пришивания и закрепляем. Такое ушко получается. Второе вяжете самостоятельно, точно так же. 2 одинаковых. Теперь свяжем мордочку, она у нас тоже одна. Начинаем из цепочки воздушных петель. Провязываем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Дальше со второй крючки от петля, то есть со второй петли от крючка, первая, которая на крючке, не считается, первую пропускаем, следующую, и во вторую вяжем 1 прибавка, 1 столбик без накида, в последнюю петельку провязываем 4 столбика без накида, 2, 3 и 4. Дальше по второй стороне из воздушных петель продолжаем вязание, провязываем 1 столбик без накида и в последнюю петельку провязываем прибавку. Первый ряд закончен. У вас должно получиться 10 петелек, можете пересчитать. Следующий ряд вяжем 2 прибавки, 1, 2, 1 столбик без накида, 4 прибавки, 2, 3, 4, 1 столбик без накида и 2 прибавки. Закончили. Получается 18 петель в ряду. Следующий третий ряд, последний, провязывайте просто 18 столбиков без накида, делаем соединительный столбик и отрезаем нитку. Нитку оставлять не нужно, мы потом будем вязывать мордочку. Вот так выглядит мордочка в готовом виде. Ниточку я обрезала и пока ее откладываем. А сейчас будем вязать рожки темным цветом. Рожки состоят из 2 деталей. Первый маленький рог вяжем 5 столбиков без накида, кольцо амигуруми, 2, 3, 4, 5, затягиваем, дальше вяжем второй и третий ряд по 5 столбиков без накида. Такие детальки вязать не очень просто. 1, 2, 3, 4, 5, выворачиваем, и провязываем еще один ряд без изменения, также 5 столбиков без накида, 2, 3, 4, 5, делаем соединительный столбик, обрезаем ниточку,
и закрепляем. Вот эту ниточку прячем внутри. Можно с помощью палочки для суши это сделать таким образом. Это маленький рог. Второй рог вяжем точно так же, только провязываем не 2, а 3 ряда по 5 столбиков. То есть вот схема. Первый ряд 5 столбиков кольцо амигуруми, второй, третий, четвертый ряд по 5 столбиков без накида, и не обрезайте нитку, будем продолжать вязание. Провязала я 3 ряда. Вот если сравнить, один чуть короче, другой чуть длиннее. Теперь их соединяем. Берем наш рог второй, складываем лицом к лицу таким образом, вводим крючок вовнутрь во второй рог маленький и следующую петлю на большом роге. Соединяю один столбик без накида и также второй. Вот здесь вот подсоединительный столбик. Дальше следующий свободный на большом роге и провязываем второй столбик без накида. Теперь мы должны провязать, у нас получается осталось по 3 свободных петельки на каждом из рогов. Мы должны провязать по 3 петельки столбика без накида, да? Но если мы будем просто так вязать, у нас получатся дырки между ними, поэтому мы провязываем первую петлю вот сюда вот место соединения, куда уже вот был провязан предыдущий, да? Провязываем убавочкой и в первую свободную петлю провязываем. Раз. Дальше идем по кругу. 2, 3. И здесь делаем то же самое. Вместо соединения и в первую свободную петельку 1. Дальше 2 и 3. Ниточку прячем. Теперь у нас по кругу получается 6 столбиков без накида. Мы должны провязать 2 ряда по кругу по 6 столбиков без накида. 1, 2, 3. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. И еще раз. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Делаем соединительный столбик, обрезаем ниточку или оставляем для пришивания, закрепляем. Здесь у меня вылез кончик, его нужно обратно сунуть. И рога немножко набиваем, чуть-чуть, чтобы холофайбер не повылезал. Делаем это палочкой.
Готов рог. Второй вяжите самостоятельно. Главное вот здесь вот основания хорошо набейте, чтобы они хорошо держались на голове. Потом будем пришивать. Дальше уже начинаем вязать ножки и тело. Я начинаю цветом ботинок. Если вы не хотите, можете делать просто темно-коричневым, да, чтобы были просто ножки. Я делаю туфельки девочки. Набираем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. 3, 4, 5 и 6. Дальше следующий ряд идет 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше третий ряд 3 столбика, 1 прибавка, повторяем 3 раза. 2, 3 прибавка, 1, 2, 3 прибавка, 1, 2, 3 и прибавка. У нас получилось 15 столбиков без накида. И следующий ряд мы просто провязываем 15 столбиков без изменений. 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 15. Закончили. В следующем ряду делаем убавочки. Провязываем 5 столбиков без накида. 3, 4, 5. 3 убавки подряд. 1, 2, 3. И заканчиваем ряд 4 столбика без накида. Не заканчиваем последнюю петельку. Присоединяем нить основного цвета. Нить красного, зеленого, какого у вас цвета ботинки, не обрезаем, будем делать обвязку потом. Вот так выводим ее вперед, а этой ниткой продолжаем вязание. Провязываем за задние полупетли 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Дальше 2 убавки. Делаем обычные, потому что за задние полупетли не получится сделать невидимые. 2 убавочки и 4 столбика без накида до конца ряда. Последнюю петельку я провязываю за обе стеночки. Набиваем ножку. У нас получается 10 столбиков без накида в ряду.
И дальше вверх провязываем 3 ряда по 10 столбиков без накида. Ничего не меняя, просто вяжем. Красная нитка пока у нас остается. Я провязала 3 ряда. Если это ваша первая ножка, вы можете сделать соединительный столбик и обрезать нитку. Если вторая, нитку мы не обрезаем. Набила ножку, чтобы было удобнее делать обвязку. Держим ее подошвой от себя и начинаем. Захватываем первую петельку. Последнюю мы вязали за обе полустенки, поэтому просто захватываем петельку. Провязываем. И дальше вяжем за передние полупетельки, которые у нас остались. Столбики без накида. Вяжем свободно, не затягивая, чтобы у нас получилась опушка. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Провязываем последнюю и делаем соединительный столбик с первой петелькой. Обрезаем, закрепляем и прячем это внутри ножки. Все, закончили. Красную ниточку пока что можно убрать, но недалеко. Начинаем соединять ножки. Нам нужно дойти до бокового места вот здесь вот. Мы должны сделать дополнительные столбики без накида. Провязываем 1, 2, 3, 4, 4 столбика без накида и 1 соединительный столбик провязываем, последний. Оказались вот на середине, но может немножко косолапень будет олененок, да? Давайте я провяжу 3 столбика без накида и последний соединительный. У вас может быть другое количество. Дальше набираем 2 воздушные петельки и присоединяемся к нашей второй ножке. Находим тоже вот здесь место сбоку. Делаем по этой ножке, мы должны провязать 10 столбиков без накида. 2, 3, 4, дальше 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Дошли до нашей цепочки из воздушных петель. Здесь внимательно. Мы провязываем 1 столбик без накида вместо соединения, то есть вот сюда, куда уже был провязан столбик до этого. 1 столбик без накида. Дальше по цепочке из воздушных петель мы вяжем 2 столбика без накида. У нас было 2 воздушные петли, провязываем 2 столбика.
И вот здесь тоже вместо соединения, который уже занят у вас, столбик, петелька, в него же провязываем что такое? Столбик без накида. И дальше по второй ножке вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И у нас осталась еще вот цепочка из воздушных петель. В нее мы провязываем 2 прибавки. В эти 2 петельки 2 прибавочки. Вот таким образом мы соединили ножки. Следите, чтобы у вас обе ножки смотрели вперед. И дальше уже вяжем тело. У вас должно получиться 28 столбиков без накида. Сейчас по кругу. И следующий ряд. И если переживаете, что не получилось, пересчитайте петельки. Поставим маркер. И следующий ряд вяжем 12. Так, сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 столбиков без накида. Посерединке у нас идет прибавка. И заканчиваем 15 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Закончили. Теперь у вас получается 29 столбиков без накида. Следующий ряд провязываем без изменений 29 столбиков. Провязала один ряд, 29 столбиков без накида. Следующий вяжем 26 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 26. Делаем одну убавочку, то есть она проходит сзади у нас по спинке, посередине. Одну убавку и заканчиваем один столбик без накида. Теперь получается 28 петель в ряду. И следующий ряд провязываем без изменений 28 столбиков без накида. Провязали. Теперь меняем цвет на цвет свитера. Эту нитку уже можно обрезать пока что. Начинаем с цветного. Я с красного, вы из какого у вас. И провязываем весь ряд за задние полупетли. 5 столбиков без накида. 3, 4, 5. Убавка. Убавка должна быть сбоку располагаться. Одна убавка. 12 столбиков без накида.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Снова убавочка с другого бока. И заканчиваем 7 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. Последнюю петельку за обе стенки. И 7. Последнюю не довязываем. Добавляем белый цвет. Красный не обрезаем, делаем полосатый свитер. И дальше вяжем 26 столбиков без накида. Последнюю петельку не закрываем, заканчиваем красным и продолжаем вязать 11 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Делаем убавочку, она проходит спереди. Дальше вяжем 10 столбиков без накида. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Снова делаем убавочку по спинке и 1 столбик до конца ряда. Его не заканчиваем, меняем цвет, но нужно набить ножки. Особенно тщательно набивайте вот эти места, чтобы оленяшка прям хорошо стояла. Вот так рукой придерживайте, чтобы не появлялись дырки. И набиваем плотно. Далее мы вяжем 9-10 ряд без изменений по 24 столбика без накида. Не забывайте чередовать цвета. Я провязала 2 ряда. Следующий ряд мы вяжем 2 столбика, 1 убавка, повторяем 6 раз белым цветом. 2 столбика, 1 убавка. 1, 2, убавка. 1, 2, убавка. Можете делать обычные убавки, чтобы не нарушать гармонию зубчиков. И последняя убавочка. Меняем цвет. И в этом ряду будем ввязывать ручки. Складываем игрушку пополам и находим, вот, чтобы вязать ручку, нам нужно 4 петельки. Находим вот эти 4 петельки по бокам. Мне не хватает, мне нужно провязать еще
3 столбика без накида. У вас это может быть другое число, другое количество. Я провязываю 3 столбика. Перед этим набиваем тело. Итак, провязали 3 столбика без накида. Берем ручку. Смотрите, чтобы она смотрела вперед. Вот таким образом вязываем. За 4 столбика без накида. Я захватываю еще вот эту крайнюю петельку, чтобы она не оставалась, на крючок. Провязываю вместе 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Обязательно завязываю узелок, чтобы потом руки нигде не вылезли. Крайние петельки. Заканчиваем. Дальше вяжем 5 столбиков без накида по телу. 4, 5. Ввязываем вторую ручку. Она у нас получается уже другой стороной. Начинается с нитки. Сразу завязываем узелок. И еще 3 столбика. 2, 3 и 4. И до конца ряда остается 2 столбика без накида. Второй не заканчиваем, меняем нитку. Следующий ряд провязываем 1 столбик, 1 убавка. Повторяем 6 раз. 1 столбик, 1 убавка. 1 столбик, 1. Закончили. Эти нитки можно обрезать. Присоединяем нить основного цвета. Заканчиваем убавочку и завязываем узелки. Красную нитку тоже не забудьте закрепить. Ее можно связать с белой. Все. И у нас остался один ряд тела. Мы провязываем 12 столбиков без накида за задние полупетли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и последнюю петельку за обе стеночки. 12. Все. На этом наше тело готово. Вот так оно выглядит. Продолжать мы уже будем во втором видео. У нас, в принципе, все основное связано, но нужно будет только собрать и связать платьишко. Так что встретимся во втором видео.